Гуружи, в чем разница между понятием асаны у Патанджали, у надхов и современное понятие асан как множество упражнений для здоровья? То есть это вопрос о том, что вообще как бы асаной является. Да, что такое асана как явление? Правильно, в смысле. Да, есть очень много представлений о том, что такое асана в разных источниках, в индийских, в западных. Вот, и на самом-то деле все намного проще. Если вы посмотрите классические тексты, то там достаточно четко все описано, что является правильной асаной, что такое совершенство асаны, асаны сиддхи. То есть там говорится о том, что асана сиддхи — это когда человек может долго находиться в одной позе. Например, есть такое высказывание, что там, из всех там, ям и не ям основными являются ахимсы, там, сатвичное питание. Из всех асан основной является сиддхасана, поза совершенного. Из всех там пранаям является кевали кумбака, ну и так далее. А что такое сиддхасана? Мои гуру говорят, что сиддхасана — это когда вы в одной позе можете как бы находиться долго. Ну, то есть часа три. Часа три спокойно сидеть. Сидеть спокойно на самом деле не так-то просто, как вот кажется. И для этого недостаточно просто быть гибким. То есть если нас отвлекают множество различных факторов, там боль в теле, там какие-то чувственные объекты, какие-то собственные мысли, то очень сложно сидеть спокойно. То есть тело связано с энергией, а энергия связана с состоянием мысли. Если энергия не контролируется, то мы не контролируем и свое тело. То есть тело очень инертно, такое рефлекторно во многих смыслах. И нам очень тяжело находиться долго в одной позе. Находиться долго в одной позе — это и есть сиддхасана, совершенная поза. Это не обязательно вот сиддхасана, там мы приняли только физически какую-то одну позу. То есть это поза, в которой мы долго можем регулировать свой ум, то есть обуздывать свой ум, свою энергию, ну и тело, соответственно. Вот. И к этому состоянию идут не только через различные гимнастические упражнения, много видов дыхательных техник, нет. То есть к этому идут также через соответствующий образ жизни, через соблюдение каких-то этических, в йогических представлениях правил, когда мы можем действительно контролировать свои чувства и ум и устранять беспокойство. Да? Действительно, вы можете спокойно, долго находиться в одной позе. Мы можем имитировать это состояние и сесть, и давиться от боли, от беспокойства, но все равно продолжать сидеть. Это все не зачитывается, это не есть еще сиддхасана. Сиддхасана — это когда естественным образом вы долго можете находиться в одной позе. Вот это цель, на которую надо ориентироваться в йоге. Как ныне модно говорят, там асана-йоги, да? Вот, хотя это тоже не совсем как бы верно, то есть асана-сиддхи, да, то есть вот то, что надо нам достичь. И это один из аспектов садханы как таковой в целом. И не стоит вот как-то нездорово, неспокойно относиться к только одному аспекту практики. Это неправильно,
Потому что как бы вы ни старались, то есть как бы вы там не заворачивались в узел, все равно психическое состояние от этого не поменяется настолько, чтобы вы могли практиковать совершенным образом дхьяну в одной асане. Есть 84 великих ситха в нашей традиции, которые в той или иной позе подолгу практиковали разные формы дхьяны. Ну, соответственно, тексты говорят, что да, есть 84 асаны, как бы основные. И в других текстах, более ранних, то есть эти асаны, они названы именами этих ситхов, потому что ситхи, они практиковали в этих позах медитацию. Вот. То есть все эти позиции, которые они принимали, их можно назвать ситхасаной. Если сказать так точно. Более. Что еще можно здесь сказать? Что, ну да, вот, конечно, какие-то есть асаны, которые там оказывают какие-то терапевтические воздействия. Да, они полезные, да, их можно делать, ради Бога. Вот. Но при этом вы должны помнить о высоких ориентирах. Если у вас этих ориентиров не будет, то сколько бы вы себя ни лечили от различных болячек, вы должны отдавать себе отчет в том, что все болячки, они проявляются как следствие недостаточно высокого духовного сознания человека. То есть помимо того, что там есть какие-то медикаменты, асаны и прочее, есть еще кармические причины. То есть есть духовные причины, по которым возникают болезни. И почему-то многие люди вот как-то так думают, что ну да, там асанами позаниматься, и все будет хорошо, вот йога-терапия, там, питание и так далее. Нет, ребята, этого недостаточно. Давайте уже будем взрослыми и трезво смотреть на такие вещи. Вот. Нужно все практиковать в комплексе, то есть нужно все практиковать как бы, ну, как полноценный путь. Тогда действительно вы обретете асана ситхи.